Маленький щенок немецкой овчарки продолжает следовать за офицером в поисках помощи. То, что она находит, доводит ее до слез. Ранним утром офицер Сара ехала по пустой лесной дороге, когда заметила в зеркале маленького щенка немецкой овчарки. Он упорно бежал за машиной, поднимая пыль. Сара остановилась, решив, что щенок потерялся, но тот подбежал к ней и начал настойчиво лаять, глядя прямо в глаза. В его поведении чувствовалась не просто тревога. Он будто просил о помощи и звал за собой. Сара попыталась связаться с диспетчером, но связь пропала. Вокруг только лес и тишина. Несмотря на инструкции, она решила последовать за щенком. Тот вел ее все глубже в чащу, останавливаясь и проверяя, идет ли она следом. Постепенно дорога стала труднее. Грязь, следы шин, сломанные ветки – признаки того, что здесь недавно что-то произошло. Вскоре они вышли к месту с нарушенной землей и сломанным забором. Щенок начал рыть лапами, но затем побежал дальше. Сара нашла кусок грязного розового одеяльца с детской вышивкой и поняла – это не случайность. Щенок вел ее к чему-то важному. Чем дальше они шли, тем сильнее росло тревожное чувство. Вскоре Сара увидела перевернутую детскую коляску со следами повреждений. Рядом земля была рыхлой. Щенок начал отчаянно копать, и вдруг из-под земли послышался слабый звук. Сара замерла, затем бросилась копать вместе с ним. Через несколько секунд она обнаружила младенца, маленькую девочку, засыпанную землей, замерзшую, но живую. Сара осторожно достала ее, укутала и попыталась вызвать помощь, но связь по-прежнему отсутствовала. Тогда она решила самостоятельно выбраться из леса. Щенок снова побежал впереди, указывая путь. Преодоляя усталость и страх, Сара добралась до дороги. На этот раз связь появилась, и вскоре прибыли медики. Девочку удалось спасти, у нее было сильное переохлаждение, но она дышала и боролась за жизнь. Позже выяснилось, что неподалеку произошла авария. В лесу нашли разбитую машину и документы молодой женщины по имени Лаура. Судя по всему, она не смогла выбраться после аварии, но успела спрятать ребенка, чтобы спасти его от холода. Рядом нашли фотографию. Лаура с ребенком и тем самым щенком. Стало ясно, он принадлежал ей и, потеряв хозяйку, отправился искать помощь. Девочку назвали Хоуп, Надежда. Она постепенно пошла на поправку. Щенок остался с Сарой и стал ее верным спутником. Его начали называть героем. Не просто за поступок, а за то, что он не сдался и довел дело до конца. История быстро разошлась по округе, но для Сары она стала чем-то большим. Это было напоминание о силе любви и жертвы. Мать спасла ребенка, а щенок сделал все, чтобы ее поступок не оказался напрасным. Со временем Сара часто возвращалась в тот лес. На месте трагедии появился небольшой памятный камень в честь Лауры. Там, среди деревьев, теперь было тихо и спокойно. Однажды Сара записала в блокноте простую мысль. Иногда ангелы не имеют крыльев. У них бывают лапы, преданное сердце и способность не сдаваться. Где-то в это время маленькая Хоуп спала, крепко обнимая игрушечного щенка, словно чувствовала ту невидимую связь, которая однажды спасла ей жизнь.